Здравствуйте, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо», с вами Радекин Максим. И я Борис Марсанкевич, всем добрый день. Битый не битого везет. Украина начала продавать электроэнергию в Европу. Что произошло? Почему электричество продает Украина? Почему в Румынию? Откуда излишки? И почему румын не спасают братья-европейцы? Ну, давайте по порядку, кто битый, кто не битый. На территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики удары по АЭС наносятся только на нашей территории, по Запорожью. Остальные атомные электростанции — это 9 блоков в полном порядке, они и работают. Все они оснащены градирнями, воздушное охлаждение не водяное, поэтому, несмотря на температуру, которая в Европе установились, все в полном порядке. Линии электропередач, судя по тому, что можно увидеть на сайте НСЭ, это сайт компании операторов Объединенных энергосистем Европы, перетоки идут, все в порядке. Что происходит в Румынии? Спад воды в реке Дунай. Работает один из реакторов, вроде бы как на сегодня, потому что второй постоянно под риском, что его придется выключать. Реакторы атомной электростанции Черноводы, два реактора Канду-6, Канада, Д-дейтерий, Уран. Это реакторы с прямым охлаждением. Берем прохладную воду выше по течению, сбрасываем вниз, ниже по течению, то, что получилось после теплообменника. Сейчас просто не хватает воды. Последние данные, которые, по крайней мере, в открытых источниках были, 1700 кубометров в секунду при норме более 2500. Рекордно низкие отметки, но для Румынии это уже второй сигнал о том, что нужно что-то делать. В 2023 году сброс воды был 1650, то есть даже меньше, чем сейчас. Вот, собственно говоря, вся ситуация. Что вызывает здоровое удивление в Румынии, там идет подготовка к строительству третьего и четвертого блоков, таких же на той же электростанции, и, как ни удивительно, тоже с прямым охлаждением. То есть все то же самое. Выше по течению взяли холодную воду, ниже по течению сбросили теплую. При этом, поскольку в деле, в проекте участвуют канадские специалисты, велик шанс того, что это действительно будет сделано. Решение о том, ставить воздушные градирни, да, они стоят серьезных денег, прежде всего зависит не от тех, кто предлагает проект, а от государственного регулятора. Если он потребует дополнительной проверки всего, что связано с системой охлаждения, то хотят заказчики и исполнители или не хотят, они будут это делать. Все зависит от подписи государственного регулятора. Что касается проекта третьего и четвертого блоков, то уже была разработана оценка воздействия на окружающую среду и проведены общественные слушания. И самое удивительное, что государственный регулятор тоже свою подпись поставил, и его вроде бы как это устраивает. Во что это может вылиться, ну, собственно говоря, наблюдаем. Если есть желание сэкономить на градирнях, то велик риск того, что в летнее время реакторы так и будут в режиме работать в режиме то потухнет, то погаснет. Ну, если их всех это устраивает, ну что ж, кто ж тут виноват? Прямая пострадавшая страна — это Молдавия. До 60% генерации шло из Румынии, сейчас сложности. Поэтому те перетоки, которые мы наблюдаем со стороны Украины, может быть, что-то достанется Молдавии, может быть, что-то не достанется. Там, напомню, два маршрута. Один напрямую из Румынии в объединенную энергосистему Украины, второй через Молдавию. Вот надо внимательно следить, какие данные будут по ним обоим. Такая вот ситуация с Румынией. Кто может подать дополнительные объемы, сейчас сказать сложно, тем не менее, Центральноевропейская объединенная энергосистема НСЭ — это множество перетоков, это единая сеть на весь этот материк, может быть, где-то что-то достанется. Приблизительно такая же картина в Венгрии, где из 4 реакторов атомной электростанции ПАКШ, общая мощность 2000 мегаватт, сейчас генерация на уровне 200-240. То есть это хватает на то, чтобы обеспечить собственные нужды атомной электростанции и чуточку выдавать в сеть. При этом Венгрия устойчиво энергодефицитна.
за последние годы в среднем 20-25% электроэнергии получала извне. То есть своей генерации хватало вот на 80%. Но из того, что у нее генерируется, 50% это на электростанция ПАКШ. То есть здесь ситуация еще более критичная. Вот, чуточку смогла увеличить объемы Словакия. Там на атомной электростанции Моховца 3 реактора, воздушные градирни есть, подача идет. Подает электроэнергию, если судить, опять же, по сайту НЦЭ, Чехия через территорию Австрии. Все блоки в Чехии тоже оснащены воздушными градирнями. То есть ситуация до предела простая. Если в составе атомного энергоблока градирни есть, работа идет штатно. Если прямое охлаждение, вот результат. Ну и из последних новостей, буквально вот сегодня уже поступило, если говорить об этом регионе, в ночь на четверг, 6 августа 2026 года, начнет постепенное снижение мощности реактора Словения, атомная электростанция Кршк. Кршко, извините, такое вот название. Там один реактор, Вестингаусский, ПВР, 1500 мегаватт мощности. Здесь ситуация не с охлаждением, градирни есть, и вроде бы как все в порядке, но сбрасывать теплую воду в реку уже нельзя. Это река Сава, это все тот же приток Дуная, то есть проблема одна и та же. Гидрология во всей этой Центральной Европе, мягко будет сказано, это лето выдалось крайне тяжелым. Есть ограничения со стороны экологических, так скажем, государственных структур. Река в воде, вода в реке не должна быть выше 31 градуса. Тайна раскрыта. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс-Гуру написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Кейс-Гуру беспроводным пылесосом Турбосил. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Турбосил очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Кейс-Гуру самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Кейс-Гуру Чисто-Бот. Кейс-Гуру Чисто-Бот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Кейс-Гуру для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Если сброс продолжится в привычном объеме, соответственно, экология реки получит очень серьезный урон. Первый этап снижения на 20% мощности реактора, как будет дальше, зависит от погоды. Вот, собственно говоря, такая европейская картинка, но что меня удивляет, вы уж простите, то, что сообщения идут исключительно о том, что происходит с атомными энергоблоками, при этом, что характерно, поскольку все просчитывается заранее по шкале ИНЕС, то есть, так скажем, этапы ступени риска радиационных проблем везде ноль. То есть атомная электростанция, никаких выбросов радиации, ничего не предвидится, просто снижается мощность. Просто напрягается диспетчер в попытке понять, как ему суметь не обвалить энергосистему с учетом того, что в жару спрос падает, производство падает, а спрос растет. Понятно, что уже и правительство Румынии, и правительство Венгрии к населению обращалось по возможности сократить потребление, не надо включать утюги и пылесосы одновременно. Справиться, не справиться, смогут ли дать соседи в том объеме, которым необходимо, сказать сложно.
Действительно, палочка-выручалочка могла бы оказаться Польша. Она севернее, и такой жары она не поймала. Но угольные электростанции, которые составляют основу энергосистемы Польши, пострадали от зеленой плесени. Мощности сброшены, объемы добычи угля снижены. Соответственно, Польша проблем как бы не испытывает, но и помочь никому не может. И не исключено, что, может быть, там все-таки задумаются о том, что уголь – это не самое страшное. Если говорить о Дунае, то крупных гидроэлектростанций «Каскад», на нем 13 штук, начиная с Германии. В Австрии достаточно много, но там они небольшие, равнинные течения. А вот в Словакии и на границе Сербии и Румынии «Железные врата», так называется электростанция, э, они самые крупные. Совокупная установленная мощность на основном русле Дуная, я притоки не смог пересчитать, не самый большой специалист по географии Европы, 5,5 гигаватт. Вот, просто для понимания. Самый длинный каскад Верхний Дунай – это Австрия. Ну и Средний Дунай – это те самые железные ворота 1 и 2. Мощность электростанции «Железные ворота-1» 2116 мегаватт. Работает на 20% мощности. Это из того, что я нашел в открытых источниках. Здесь сообщать сложно, потому что работа гидроэлектростанции может меняться максимально быстро, в зависимости от того, что желает оператор. Но оператор энергосистемы здесь далеко не главный, как на любой гидроэлектростанции, имеющей водохранилище, прежде всего решает не владелец ГЭС. ГЭС – это всего-навсего гидроагрегаты, а вот вода – это государственная собственность, и, соответственно, интересы государства идут сверху вниз. Необходимо обеспечивать водой всех, кто находится на берегах водохранилища, кто получает водоснабжение именно из него, раз. Два, идут вопросы, те, кто связан с транспортом, должен работать водный транспорт. Три, если есть спрос на мелиорацию. Четыре, резервный запас воды на случай пожаров. То, что мы наблюдаем во Франции, то, что мы наблюдаем в Испании, лесные пожары, это значит, что гидроэлектростанции там держат воду исключительно для пожарных служб, а не для того, чтобы вырабатывать киловатт-часы. Вот приблизительно такая картинка. На мой взгляд, Европа, которая говорила об изменениях климата, видимо, накликала сама на себя, потому что такая же ситуация одновременно этим летом еще и в Рейне. Тот узкий участок фарватера, где самая низкая глубина, самая маленькая глубина сейчас 25 сантиметров. Рейн не является таким гидроузлом, как Дунай. Тем не менее, возникают проблемы у всех, кто по берегам находится. Что значит вот такой низкий уровень воды? Баржи, которые по нему идут, нельзя загрузить полностью, они просто сядут на мель. Борис Иванович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.